Привет, друзья! Мир и Европа невероятно быстро меняются от неожиданных сделок в немецкой оборонке до стремительного роста альтернативы для Германии, от ДГ на выборах, от спора вокруг будущего автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями до тревожных сигналов из Китая. А впереди новые заявления Дональда Трампа, кризис во Франции и неожиданные прогнозы от Porsche. Все эти новости показывают, как новые решения напрямую влияют и на Германию, и на всю Европу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить разбор главных последних событий. Итак, крупнейшая немецкая оборонная компания Rheinmetall приобретает военно-морское подразделение NVL от верфи Люрсен. За этим стоит поддержка немецкой оборонной промышленности, и компания стремится расширить свое присутствие в секторе морской безопасности и кораблестроения. NVL – это группа с 4 верфями на севере Германии. Всего у NVL около 2100 сотрудников, выручка за 2024 год около 1 миллиарда евро. Сделка ожидается в начале 2026 года, но она должна получить одобрение антимонопольных органов, цена соглашения не разглашается. Генеральный директор Rheinmetall Армин Папергер говорит, что приобретение NVL сделает Rheinmetall полноценным игроком и на море, добавив к уже существующим направлениям наземному и авиационному еще и морской, то есть расширить спектр вооружения. Семейные владельцы Люрсен видят в этом шаге возможность сохранить рабочие места и технологические компетенции NVL. По их словам, Rheinmetall – надежный партнер, который сможет обеспечить развитие компании и сотрудников. Среди проблем, с которыми столкнется NVL, это задержки и сложности с разработкой новых фрегатов и корветов, особенно программы F-126, где испытываются сложности с софтом и технической интеграцией. И это еще не все. В земле Северной Рейн-Вестфалия прошли муниципальные выборы, и партия «Альтернатива для Германии» ДГ показала значительный рост поддержки. Она почти в 3 раза улучшила результат по сравнению с выборами 2020 года. Результат: «Альтернатива для Германии» получила около 16,5% голосов. Это сильный скачок. Партия обошла «Зеленых» и заняла 3-е место после Христианско-демократического союза ХДС и Социал-демократической партии Германии СДПГ. АДГ также сумела пробиться во 2-й тур выборов мэров в таких крупных городах, как Гельсинкирхен и Дуйсбург. В Хагене ее кандидат также участвует в повторном голосовании против кандидата от ХДС. Христианские демократы ХДС остались самой сильной партией по числу голосов, около, внимание, 34%. СДПГ получила примерно 22-23%, зеленые сильно потеряли, их результат составил около 11-12%. Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрих Вюст признал, что результаты альтернативы для Германии должны заставить задуматься. Представители СДПГ, включая представительницу Бербельбас, говорят о тенденции к снижению поддержки, хотя не считают итоги катастрофическими. А дальше еще интереснее. В Европейской комиссии готовится стратегия, из которой ясно, президент комиссии Урсула фон дер Ляйен не собирается отказываться от решения запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года. Несмотря на давление со стороны автопроизводителей, которые просят смягчить правила, фиксированная дата запрета остается в силе. По стратегии ситуация в автопроме сейчас структурно очень сложна. Некоторые компании жалуются на высокие издержки, конкуренцию со стороны производителей из Азии и Соединенных Штатов Америки, а также на недостаточную зарядную инфраструктуру для электромобилей. В документе комиссии говорится, что электромобили, то есть e-авто, уже начали занимать значительный рынок. В первом полугодии 2025 года их доля в новых регистрациях достигла, внимание, около 17% в Европейском Союзе. Также подчеркивается, что для успешного перехода к электромобильности потребуется более решительная политика. Корпорации и правительства должны действовать скоординированно, ускоряя развитие зарядных станций, упрощая правила и стимулирование производства доступных электрических автомобилей. При этом в стратегии оговариваются возможные исключения. Например, рассматриваются варианты, когда гибридные автомобили с подключаемыми модулями или автомобили с дополненными двигателями, работающие как генератор, могут остаться в качестве переходных решений. Но это не означает отмену запрета, просто обсуждаются детали.
И еще одна важная новость. Экономика Китая замедляется сразу по нескольким направлениям, и цели правительства вызывают все больше вопросов. Пекин поставил планку роста на этот год, напомню, около 5%, но данные за август показывают, что достичь ее будет непросто. Промышленное производство выросло на 5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, минимальный прирост за последний год. Сфера розничной торговли тоже не радует. Объем продаж в августе вырос всего лишь на 3,4%, что ниже июльского показателя. Большие проблемы у строительного сектора, цены на новостройки продолжают падать, а рынок недвижимости остается слабым, несмотря на меры поддержки от государства. Экспорт в Китай еще держится все-таки, но уже есть признаки замедления. Важным фактором стало введение высоких тарифов на китайские товары со стороны Соединенных Штатов Америки, что делает их менее конкурентоспособными. Эксперты предупреждают, что без новых стимулов рост может еще сильнее снизиться и что правительству, возможно, придется увеличивать вмешательство в экономику, чтобы удержаться еще на плаву. Но давайте посмотрим и на новости с интересными решениями. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает возможность снова продлить срок продажи американского подразделения TikTok. По закону компания ByteDance должна либо продать бизнес в Соединенных Штатах Америки, либо приостановить работу сервиса на территории страны. И крайняя дата, я напомню, 17 сентября. Источники утверждают, что Белый дом готов дать еще раз отсрочку, поскольку идут переговоры между Вашингтоном и Пекином о более широких торговых вопросах. Американские власти опасаются, что через TikTok могут утекать данные о пользователях, которых в стране более 170 миллионов. Трамп уже несколько раз переносил срок сделки, и если решение о продаже не будет принято, сервис может быть заблокирован в Соединенных Штатах Америки. И еще одна новость, которая вызывает обеспокоенность у немецкой промышленности. Генеральный директор Porsche Оливер Блюм назвал 2025 год абсолютным дном для компании. Такие слова он произнес на автомобильной выставке в Мюнхене, описывая, как сильно ухудшилась ситуация у автопроизводителя. По итогам первого полугодия прибыль Porsche снизилась на 71% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 718 миллионов евро. Операционная прибыль, то есть рентабельность, упала с почти 16 до 5,5%. Основные проблемы – это снижение спроса на премиум автомобили в Китае и новые пошлины со стороны Соединенных Штатов Америки. Блюм говорит, что вчерашние цели, например, маржа в 20% при таких условиях, невыполнимы. Но он также добавил, после этого кризиса Porsche может восстановиться. Блюм отметил, что компания уже начала принимать меры и надеется, что в 2026 году показатели снова начнут улучшаться. Он заявил, что период устойчивого роста и высокой прибыли в автомобильной отрасли уже завершился. Porsche и концерн Volkswagen уже начали перестройку, меняют стратегию, корректируют портфель моделей, чтобы адаптироваться к новым условиям. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.